Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами богиня Дану с младенцем. Дану считается матерью кельтских богов, покровительницей водных источников. И многие историки очень справедливо заметили, что, скорее всего, река Дон названа в честь нее. Потому что когда-то возле, то есть на берегу Дона находилось капище богини-матери. Источники не сохранили имя этой богини, но когда мы делаем исторический анализ и понимаем, что кельты, в принципе, взаимствовали культуру славян, и многие боги славянского пантеона перекочевали в кельтский, то понимаем, что очень может быть, что покровительница водных пространств, матерь всех богов Дану, могла быть первопричиной названия реки Дон. Но сейчас речь не об этом. Это так, просто для справки, для просвещения. Перед вами мать. Настоящая мать. Я говорю о настоящих матерях. Это та женщина, которая будет переживать за своего сына более, чем кто-либо. Конечно, переживает за своего супруга и жена. Конечно, переживает за своего отца и дети. Но жена со временем может утешиться, выйти замуж. Может быть, и, естественно, всю жизнь будет помнить его, но в любом случае она создаст свою семью. Дети поженятся, выйдут замуж, создадут свои семьи. Будут вспоминать с горечью, но у них своя жизнь. И единственная женщина, которая до конца своей жизни будет несчастна, это мать. Это она будет ждать его, помнить его. Вот почему материнское начало столь важно, почему во многих культурах мать считается священной. И опять же я говорю о настоящих матерях. Героев рождают героические женщины. Трусливая баба, малодушная, пустая в душе, она не способна родить и воспитать героического мужчину. И тем более обидно и больно, что страдают героические женщины. Понимаете? Героические родители. Я в последнее время очень много дарю и считаю правильным много защит, оберегов для мужчин. Хочу вам сказать, мне много женщин пишут и мужья, которые находятся сейчас там. И есть, ну, по крайней мере, из десяток женщин, которые отправляли фотографии своих мужей для ведьминого купола, у которых мужья находились в Лимане. И они ужасно переживали и боялись за этот котел, который все время озвучивали. И мне писали, и я говорила: читайте защиту, не бойтесь, не допускайте мысли. Но там очень много гибнут, и вы погибли, и все такое. Неважно. Вы читайте защиту, у вас все будет хорошо. Я хочу вам сказать, друзья мои, эти женщины и другие, которые мне не писали, по крайней мере, десяток я знаю, у которых мужья именно там.
столько читали, начитывали эти защиты и обереги, что в конце концов их оттуда вывели, отодвинули дальше, то есть назад. Неважно, это нормально, это закон таких времен. Понимаете, нужно щадить жизнь солдат, поэтому здесь ничего такого нет. Это правильное решение. Но вы представьте, что их защита и оберег оберегает не только их мужей, не только их сыновей, которые там находятся, но и тех мужчин, которые рядом. Потому что благодаря вот этим защитам они остаются в живых. А там очень непростая ситуация. Вы не смотрите на эти награды, которые раздают всем подряд. Не всегда это заслуженно, имеется в виду тех командиров, которых сильно хвалят. Иногда бывает прям не очень, знаете, не очень одаренные начальники. Не все, конечно, но среди них попадаются и горе тем людям, которые под этим начальством находятся. Поэтому и говорю, читайте, обязательно читайте. Невзирая на то, что я буду проводить, я буду ставить ведьмин купол всем, кто это просит. Но я всегда говорю, обязательно вы тоже читайте, чтобы духи видели, что этот мужчина не только мне нужен, чтобы живых остался, но и своим родителям, матери, жене, понимаете, это важно. Этот заговор я могу подарить только матерям, потому что называется щит матери. И он необычен. Я сейчас объясню, почему и как. Во-первых, это начитывается только на сына. Для дочерей есть у вас уже. Начитывается, опять же, для сына, когда вы знаете точно, что он в опасности, что у него есть, то есть либо он работает в такой структуре, что ему приходится иметь дело со смертельной опасностью, либо он сейчас находится там, где вы знаете, либо он в армии находится. В любое время, когда ваш сын далеко от вас, либо в опасности, в смертельной опасности. Вы начитываете, пока что ваши сыновья там, эти обереги и защиты читайте каждый день. Утром встали, свои дела сделали, сели, начитали. Вспомнили, еще раз начитали. Лишнее не будет, друзья мои. Лишних оберегов, защит не бывает. Хоть 10-20 раз в день читайте на них эти обереги, начитывайте. В любом случае, они не лишние, они друг друга не перебивают, они усиливают друг друга. Щит матери читает только мать. Если матери нет, бабушка имеет право читать, но родная. К сожалению, здесь вот так. Если этот мальчик рожден не вами, то щит матери вы читать не можете. Материнскую защиту можете читать. Сохран тысячи матерей можете читать. А вот щит матери должна читать только родная мать. Я понимаю, что иногда пишут, вот вы знаете, мать там пьющая, вообще недостойный человек, и она этого не сделает. Или не совсем разумная женщина, чтобы читать. Но в любом случае, значит, начитывайте другие. Я же вам очень много дала работы, и они не менее сильные. Если ваш сын находится сейчас там, будут происходить удивительные вещи, для вас не очень приятные, но, с одной стороны, они должны происходить. Я вам сейчас объясню, как. Смотрите, вы начитываете щит матери. Берете фотографии сына, опять же, либо вещь его. Становитесь посреди комнаты. Читаете 4 раза, каждый раз поклоняясь. Вот так вот повернулись. То есть вы стоите, поклонились силам, прочитали. Повернулись в другую сторону, поклонились, прочитали. Просто
склонились слегка. Не в реверансе, а просто склонились. Как дань уважения духам, к которым вы обращаетесь. И вот так вот 4 раза по всем сторонам. Вы как круг вокруг него и вокруг себя чертите. С его фотографией или вещью в руках. Это должна быть не новая вещь, не новая рубашка. Это рубашка, которую он надевал. Да, стиранная, но его. Если кто-то надел на эту рубашку, не читайте. Именно его вещь. Именно его, которую он надевает. Куртку, рубашку, я не знаю, майку и так далее. Так вот. И после чего кладете фотографию обратно или рубашку обратно на место. Можете каждый раз новыми читать, это не важно. Послушайте меня. Как только у вас будут колики в области груди, это значит, у вашего сына была смертельная опасность, но удар пришелся не по нему, а по вам. Это не закончится плохо для вас. Ничего такого. Это вам дают понять. Ведь вы, что такое щит матери? Это как свою защиту вы отдаете сыну. Понимаете? Свой щит отдаете ему, чтобы он защитил себя, а вы остаетесь ни с чем. Сейчас будут вопросы, а вдруг там станет плохо или в жизни? Нет, это символически сказано. То есть вы отдаете защиту своему сыну. И для того, чтобы вам духи показали, что вот была опасность и миновала, у вас вот прям кольнет в сердце. Пока он там. Это фантомные боли, это не физиология. Это не означает, что у вас сердцем станет плохо, или сердце ослабнет и так далее, или здоровье потеряете. Нет, фантомно вам будут показывать, что вот удар, который не пришелся по нему, твой щит помог. Как только кольнуло, берите еще раз, прочитайте. Ну, вернетесь домой, прочитайте, если вы будете не дома. Просто знайте, что один удар миновал, а мог бы прийти по нему. И когда вы с ним поговорите, и он обязательно вам скажет, вот примерно такое время, да, вот была такая опасность, а откуда ты знаешь? Вы это почувствуете. Это усиливает вашу связь с вашим сыном. И как только у него какая-то смертельная опасность, вам дают знать, что все, миновало. Но вы получили сигнал, понимаете? По вам ударили. То есть вы смягчили удар, если можно так сказать. Ударили по вам, а сыну пронесло. Итак, я вам объяснила, как читать. А теперь заговор. Заговор очень сильный. Будете читать, вас будет трясти. Дочитайте до конца 4 раза обязательно. Крутитесь вокруг своей оси. Неважно, по часовой, против. Это не важно совершенно. Главное, чтобы круг начертили. Меня моя мать родила, а я тебя родила. Плоть от плоти, кровь от крови. Продолжение рода своего отца, своих дедов и прадедов. Стал сыном, станешь отцом, станешь дедом и прадедом. И в том боги тебе помогут. Щит матери твоей над твоей головой сохранит тебя от всякого зла, от свинцовой пули, от полона и мук, от огня и воды. Не коснется моего сына враг, ни мечом, ни огнем, ни булатом, ни свинцом, ни словом, ни делом, ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой, ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Ни единый волос твой от рук врага не упадет. Щит матери тебя спасет и живым домой вернет. Услышь меня, мать-земля и небо-батюшка. У матери есть право быть услышанной. Да будет так. Вышедший из чрева моего век должен жить. Заклинаю.
Вот эти все понедельник, вторник, среда и все времена, и утро и вечер, и все время, это для того, чтобы... Смотрите, магия, она, я уже вам объясняла, это как догмат. То есть вы не оставили ни единого времени, в какое время он мог бы быть в опасности. Запрет поставили. То есть когда прийти злу и смерти? Если вы говорите, днем нельзя, ночью нельзя, утром нельзя, вечером нельзя. Это день закончился. Теперь весной нельзя, летом нельзя, осенью нельзя, зимой нельзя. В понедельник нельзя, во вторник нельзя, в среду нельзя, в четверг нельзя, в пятницу нельзя, в субботу нельзя, в воскресенье нельзя. Все время наше разделено, да, на годы, на, время года. День разделен на утро, вечер, день, ночь. Неделя разделена на дни. Вы не оставили ни одной секунды, ни одной лазейки для смерти, чтобы она пришла к нему. Поняли, почему? Перечисляется иногда в некоторых оберегах. Вы поставили запрет на все эти дни, часы, месяцы. А иного нет времени. Нету другого дня, кроме этих 7 дней. Нет другого времени года, кроме 4. Нету другого времени в течение дня, кроме как день, ночь, утро, вечер. И вы во все это время, на все время поставили запрет. Вот во все это время нельзя, остальное время приходи. Остального времени нету. Поняли теперь, почему так составляются заговоры? Сейчас побегут магуйки то же самое делать, конечно. Своих-то мозгов нет. Еще раз читаем. Меня моя мать родила, а я тебя родила. Плоть от плоти, кровь от крови. Продолжение рода своего отца, своих дедов и прадедов. Стал сыном, станешь отцом, станешь дедом и прадедом. И в том боги тебе помогут. Щит матери твоей над твоей головой сохранит тебя от всякого зла. От свинцовой пули, от полона и мук, от огня и воды. Не коснется моего сына враг ни мечом, ни огнем, ни булатом, ни свинцом, ни словом, ни делом, ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой, ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Ни единый волос твой от рук врага не упадет. Щит матери тебя спасет и живым домой вернет. Услышь меня, мать-земля и небо-батюшка. У матери есть право быть услышанной. Да будет так, вышедший из чрева моего, век должен жить, заклинаю. Меня моя мать родила, а я тебя родила, плоть от плоти, кровь от крови, продолжение рода своего отца, своих дедов и прадедов. Стал сыном, станешь отцом, станешь дедом и прадедом. И в том боги тебе помогут. Щит матери твоей над твоей головой сохранит тебя от всякого зла. От свинцовой пули, от полона и мук, от огня и воды. Не коснется моего сына враг ни мечом, ни огнем, ни булатом, ни свинцом, ни словом, ни делом, ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером. Ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой, ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Ни единый волос твой от рук врага не упадет. Щит матери тебя спасет и живым домой вернет. Услышь меня, мать-земля и небо-батюшка. У матери есть право быть услышанной. Да будет так, вышедший из чрева моего, век должен жить, заклинаю. Я больше читать не могу, потому что мне нехорошо просто. Это слишком сильные слова, и меня немного
Затрясло. Прошу всех не записывать внизу слова заговора. Запишет их Яна и выложит, потому что в сыром виде просто заговор пойдет в народ, опять будет неразбериха. Должно быть объяснение, заговорная часть и так далее, чтобы было как положено. Хорошо? Надеюсь, меня поняли. Потому что эти заговоры на русском языке замечательно можно взять ручку и записать. Ничего трудного не вижу. Всем удачи и всех благ.